Говорить о чем-то поздно. Вы обречены. Смерть Павла Кушнира и арест Дианы Логиновой – два отдельных события, но они укладываются в один нарратив. Публичное высказывание перестало быть только актом искусства и превратилось в акт гражданского сопротивления. Павел Кушнир, пианист и антивоенный активист, был арестован по обвинению в публичных призывах, держал голодовку и умер в СИЗО в июле 2024 года. Его история – демонстрация того, как отдельный голос, пусть и крошечный по охвату, может стать поводом для людоедской реакции госмашины, а после для общественного забвения. Диана Логинова, Наоко, молодая уличная исполнительница группы Stop Time, чье исполнение собрало публику в Петербурге, а видео с концерта стали вирусными. В результате ей предъявили административные протоколы за организацию несогласованного массового пребывания и за дискредитацию армии. Обвинение, которое в ряде случаев влечет не только штрафы, но и уголовную ответственность. Сейчас ей грозит реальная угроза, ее могут посадить на 7 лет, и ее соотечественники будут наблюдать за этим молча. Что общего у этих дел? В нормальном обществе исполнение песни на улице – эпизод уличной культуры. В авторитарной среде тот же акт становится угрозой общественному порядку, дискредитации или организации массовых беспорядков. Таким образом, криминализуется сама публичность несогласия. Неважно, сколько людей слушало, важно, что акт публичен. Это превращает творчество в поле риска. На практике это означает, что молодые артисты, студенты, музыканты, поэты оказываются на передовой, где штраф или арест – обычная цена за публичное высказывание. Павел Кушнир умер в следственном изоляторе после голодовки, объявленной в знак протеста против войны и репрессий. Даже если исходные обвинения оказались абсурдными или чрезмерными, ответная реакция государства, лишение медикаментозной и юридической поддержки, длительное содержание под стражей и в итоге гибель посылает мощный сигнал своему обществу. Публичная критика нас может стоить жизни вам. Это не только индивидуальная трагедия, это системное предупреждение, предназначенное для деморализации потенциальных протестующих, но и для подавления возможной солидарности, которая есть только через VPN в запрещенном Threads. Почему большинство выбирает покорность? Исторически и социологически есть несколько факторов. Для многих приоритет – сохранение работы, дохода, крыши над головой. Риск быть замеченным властями воспринимается как непозволительная роскошь. Контролируемые медиа десятилетиями в России формируют рамки допустимого, в которых альтернативные интерпретации маргинализируются. Практика наказаний, штрафы, аресты, уголовные дела создают эффект устрашения, и это работает. Но и культурная инерция, агрессивная ностальгия по прошлому, факторы, цементирующие замшелость и отсталость. Результат – широкая пассивность и адаптация к давлению. Люди выбирают холодильник и телевизор, а не риск. Это объясняет, почему масштабного сопротивления не будет в этом обществе никогда. И почему давление на отдельные акты протеста не вызывают лавинообразной ответной реакции. Поохали и разошлись. Они это знают. Они знают вашу реакцию. Ждем следующего. В Северной Корее режим держится десятилетиями благодаря комбинации информационной изоляции, репрессий и культуры подчинения. Важно заметить, Россия и КНДР – разная историческая, экономическая и социальная реальность. Тем не менее, схожая логика. Институциональное закрепление повиновения сохранится там на десятилетия. Если не будет слома механизмов репрессий
и если не изменится массовая политическая культура. А этого не произойдет. Это не догма, а предупреждение. Процессы трансформации могут занять поколения, и речь даже не о сегодняшних первоклассниках. Истории Павла и Дианы показывают, что цена неповиновения и вообще голоса очень высока, а солидарность в России – редкость. Вы обречены. Что можно сделать, но этого тоже не случится? Давать международную огласку случаям репрессий против творческих единиц, поддерживать их информационно, юридически, материально, тех, кто пострадал, работать над культурными проектами, которые формируют и распространяют гражданскую солидарность противостояния, от музыки до художественных и образовательных инициатив. Но ничего не получится. Значимого сопротивления не сформируется. Не питайте иллюзий. Даже за 3 года ничего не произошло. Стало только хуже. Гиблое дело и земля. Истории Павла и Дианы о цене, которую платят отдельные люди за право говорить. Они демонстрируют, что в условиях, где государство трактует творчество как угрозу, артист становится одновременно и музыкантом, и объектом политического давления, и заложником. Смерть Павла – это невозвратная потеря, уже поглощенная забвением. Задержание Дианы – предупреждение для оставшихся не рыпаться, а кланяться. Ну а вместе эти истории образуют тревожный портрет общества, где выбор большинства – подчинение. Это и делает возможными такие репрессии. И это будет продолжаться. Ну и напоследок. Поразительно, как люди умудряются жить в информационном вакууме. Именно вы, такие милые, аполитичные, ничего не знающие и не желающие знать, с полной уверенностью в своей правоте понесете никому не нужный русский мир в другие страны, если только вам прикажут. На кон поставлено все, чтобы общество оставалось невежественным и инфантильным.